Всем привет! Во второй заключительной части покажу, что получилось с нашим крабом после сушки. Будем производить волшебство с лапками, которых не хватает, чистить от соли, покрывать лаком. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Ставьте лайки, это лучшая благодарность для автора. Для начала соберем все иголочки, которыми я задал нужную форму, чтобы краб не сдвинулся. Все-таки целый месяц сохнул. Прекрасно, вот он красавчик. Сушил краба летом, поэтому месяца хватило с головой. Краб потерял свой естественный вид, цвет, пожелтел и на нем появились соли. Избежать этого неприятного факта практически невозможно. Самое главное, все конечности подсохли, мясо, находящееся в лапках и в головогруди, высохло, так как недосушенный краб будет зловонно пахнуть. Так как у краба не хватало двух конечностей, решил немножко схитрить, с одной стороны оторвать лапку, а к другой приделать. Гениально! Провел данное действие перед сушкой, для того, чтобы задать необходимую форму и когда лапка будет сухой, приклеить к крабу. К сожалению, именно такой экспонат привезли из Черного моря. Как известно, крабы очень часто дерутся между собой, теряют свои конечности. В дальнейшем на этом же месте появляются новые лапки. Короткая брюшко отлично подсохла, заняла свою форму. Клешни раскрытые, выглядит очень опасно. Антенны всегда на чеку, за глазами, правда, хуже ситуация. Но ничего, мы исправим, почистим соль. Первым делом подклеил недостающую конечность. Для хорошего сцепа использовал суперклей. Приклеивать советую только когда краб высох. Хорошенько проходим клеем, чтобы образовался монолит. Всю операцию произвожу с брюшка. После того, как намазал, оставляю подсохнуть. Отлично, можно покрывать лаком. Лак использовал фирмы Текурила, бывает глянцевый, матовый, быстро сохнет, не воняет и эффект после него просто ошеломляющий. Для удобства перелил в маленькую баночку, вооружился мягкой кисточкой, аккуратненько, обильно прохожу каждую часть краба. Особенно там, где передняя часть, много мелких деталей, которые можно легко повредить, так как они уже сухие. Но клеить их потом, сами понимаете, под микроскопом. Лак сам по себе очень интересный, имеет цвет молока с красивым переливом, буквально через полчаса становится прозрачным. Дело не быстрое, чтобы ничего не повредить, делал все медленно и аккуратно. Когда покрывал лаком, держал за одну клешню. После того, как покрыл его лаком полностью, положил на ровную поверхность, докрасил клешню. Если краб приклеится к поверхности, ничего страшного, он у нас будет в рамочке. То, что снизу, нас совершенно не волнует. Кстати, как вам лапки, напишите в комментариях. Лак старайтесь размазывать, чтобы не было потеков. В случае с лаком Текурила можно немножко и переборщить, ничего страшного от этого не будет. Данный эксперимент я уже производил на других экспонатах, где потеки от данного лака совершенно не видны. Вот как выглядит краб по периметру. Данный лак сохнет довольно быстро, но если время есть, советую оставить хотя бы на сутки. Лак лучше впитается и приобретет свой яркий окрас. Готово. Посмотрите, что с этого вышло. Выглядит как сочная французская булочка. Так и хочется его съесть. Сейчас краба вы видите уже приклеенное в коллекции. Также лаком покрывал рака и морского конька. Будет отдельное видео. Огласите весь список, пожалуйста. Сушка, вычинка, покрытие лаком. Переходите на канал, чтобы не пропустить интересные материалы. Перед тем, как помещать в коллекцию такие вкусные экспонаты, не только для человека, но и для различных паразитов, рекомендую хорошо высушивать, покрывать лаком. Данные действия придают красоту, защиту от вредителей. На этом видео подходит к концу. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, заходите в гости. До новых встреч. Пока-пока.